Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Сегодня хочу предложить вам расклад о вашем любимом человеке. Посмотрим, что нам предложит поток, о чем нам расскажет. А впереди у нас два варианта. Напоминаю, вся информация под видео. Всегда рада обратной связи, вашим комментариям, лайкам. Подписывайтесь на мой канал. И желаю вам всего хорошего. Ну что ж, будем начинать. Первый вариант. Приветствую, однерочек. Давайте начнем расклад. Какой же ваш мужчина? Что сейчас с ним происходит? А мужчина сегодня у вас наполнен, рад, у него все хорошо, возможно, он отдыхает вместе со своими друзьями или со своими близкими. Он понимает, что на сегодня нет никаких проблем, все сложилось, удачные взаимоотношения, хорошая работа. В общем-то, настало время расслабиться. Грустить не хочется, здоровье на высоте, лежать бездельничать тоже абсолютно не хочется, а хочется что-то делать, двигаться и решать те или иные вопросы. А самое главное, ваш мужчина сегодня влюблен. Влюблен настолько, что эта любовь его поглощает, она его наполняет, она заставляет его двигаться. Посмотрите, как великолепно за арканом влюбленные у нас ложится карта туз кубков. Это говорит, что любовь его огромна, и она его переполняет. Он готов делиться этой любовью с вами и чувствует себя очень-очень хорошо. Возможно, у вашего мужчины завершились какие-то старые отношения, которые были для него сложны, и сейчас он погрузился полностью в новое. Поэтому он счастлив и рад. Чувства его переполняют настолько, что он несется вперед с полной уверенностью, что ему все под силам, и что бы он ни сделал в своей жизни, у него обязательно все получится. Посмотрите, сколько энергии в мужчине. Сегодня он готов свернуть горы. Он готов делиться этой энергией с вами. Он готов построить не только свое будущее, но и ваше будущее. Поэтому сегодня ему очень и очень хорошо. Что планирует в ближайшее время ваш мужчина? А планирует он то, что, возможно, ему предстоит какая-то деятельность, связанная с договоренностями, но он чувствует, что может не получиться. То есть волнуется, что то, что он запланировал, у него не сложится. А так оно и получится. Поэтому посоветуйте своему мужчине пока материально не вкладываться в те или иные проекты, потому что, возможно, это будет неуспешная деятельность. Может быть, стоит все-таки сейчас больше времени уделить на отдых, а новые финансовые проекты и договоренности перенести на более поздний срок. Совет вашему мужчине. Совет будет таков: не грустить, не грустить. Побольше внимания и времени уделять своему партнеру. Делиться с партнером все, что у него есть, всем, что у него есть. И понимать, что впереди будут достаточно сложные времена. Нужно будет многое сделать для того, чтобы удача повернулась на его сторону. Какой же совет от Вселенной? Сейчас погрузитесь в приключения, отключитесь от работы, сделайте что-то интересное, проявите свой творческий потенциал, отдохните на все 100%, и тогда перед вами будут открываться возможности.
хочется вспомнить старинную поговорку: делу время, потехе час. Так вот, сейчас как раз тот момент, час отдыха, когда нужно наполниться энергией и вновь включиться в деятельность. Но ни в коем случае не совмещайте отдых и работу, потому что карты нам говорят о том, что если вы сейчас начнете заниматься какой-либо деятельностью, она у вас, вашего партнера, у вашего мужчины не сложится. И опять карты нам говорят: путешествие, путешествие и путешествие. Осваивайте мир, радуйтесь миру и получайте максимум удовольствия. Еще один оракул тоже даст нам небольшой совет. Впереди у вас великий прорыв. Энергия Марса, ярость, конфликт, возвращение к любви. Сейчас вы на высоте. Но пока вам нужно остановиться и задуматься над всем тем, что вас ждет впереди. Впереди у вас только гармония и баланс. Поэтому дерзайте, служите, развивайтесь. И, конечно же, не забывайте Вселенную и космос. Не забывайте к ней обращаться, ведь именно они всегда нас поддерживают в наших начинаниях. До новых встреч. Это был первый вариант. Всегда приглашаю на консультации личные. Всего вам хорошего. Приветствую, двоечек. А сегодня мы ведем разговор о вашем мужчине. Что с ним происходит, какой он, какие события у вашего мужчины впереди. Ну и, конечно же, совет от высших сил. Какой ваш мужчина сегодня? Чем он наполнен? Вы знаете, он хочет выйти из ограничений. Сегодня ему сложно. Он попал в какую-то трудную, запутанную ситуацию и, по большому счету, не может предпринять тех или иных действий, которые позволили бы ему выйти из этой сложной ситуации. Он на данном этапе делает все, то есть максимум усилий, но не все у него получается, но он стремится к этому. А связана эта ситуация с его делом, с его бизнесом, с его работой. То есть, возможно, это какие-то неверные контакты, неверные вложения, может быть, потеря партнеров, которые бы, по идее, должны были ему помочь в данной ситуации. Они отказались. Таким образом, он попадает в какую-то сложную очень ситуацию. Он не хочет чувствовать себя в таком состоянии, когда я ничего не хочу. Нет, он наоборот мечтает о том, чтобы выйти из состояния, в которое он попал, для того, чтобы преодолеть все трудности. Посмотрите, он даже не хочет делиться этими трудностями, потому что он понимает, что это его задача в первую очередь для того, чтобы преодолеть все, что на него сегодня свалилось. И карты нам закрывают разговор о том, в каких сегодня состояниях и энергиях находится ваш партнер. Он считает, что по правосудию он сделал все верно. Но так или иначе материальные средства, они на сегодняшний день не выполняют основную функцию, то есть он не получает прибыль. Возможно, в этом моменте оказывает некое негативное влияние какая-то женщина, возможно, бизнес-партнер, возможно. Ну и партнеру вашему хочется, чтобы как можно скорее вся эта ситуация разрешилась. И он был на высоте, поэтому он сейчас делает определенные действия, которые четко систематизированы, структурированы для решения той или иной проблемы. Я думаю, что у него все получится в обязательном порядке. Он пытается себя держать в таком очень уравновешенном состоянии и хочет, чтобы этот период закончился на 100%. Посмотрите, что бы я ни спросила, все идет именно о работе, о бизнесе и о той ситуации, которая произошла. Все карты говорят об одном и том же. То есть тема не меняется, насколько он переживает по этому поводу, насколько ему важно преодолеть это. Но карты нам говорят о том, что рано или поздно он справится, потому что энергии хоть отбавляй, и желание преодолеть эту ситуацию тоже огромное количество. Что же ему нужно сделать, да, чтобы эта ситуация
как можно быстрее разрешилось. Во-первых, он знает четко выход из сложившейся ситуации, и не нужно использовать какие-то другие варианты. То, что сейчас он предпримет, то обязательно у него это получится. То есть все сейчас у него есть в голове. Второй момент. Есть партнеры, которые очень расположены к нему. Нужно обратиться к своим друзьям, к своим коллегам, которые его поддержат. Ну и самое главное, не уходить в одиночество и пытаться решать проблему самому. Потому что сейчас ему важно, чтобы проблема решилась как можно быстрее. И надо быть упорным. То есть не сидеть, а двигаться, двигаться и двигаться. Давайте посмотрим, что же пожелает ему Вселенная. Какое напутствие даст Вселенная вашему мужчине. А напутствие: сохраняйте свою гармонию, будьте гармоничны, то есть не эмоционируйте, не впадайте в какие-то ступорные состояния, а будьте спокойны, наполнитесь энергией гармонии и покоя. Посмотрите, остался один пазл, нужно завершить, и все встанет на свои места, картинка сложится. Надо быть уверенным, не нужно бояться, и вы должны понимать, что вашему партнеру предстоит очень серьезная такая конкурентная борьба, в ходе которой он должен получить соответствующий результат. Но он готов, посмотрите, он одет во всеоружие. Я думаю, что у него обязательно получится. Откладывать скорее не нужно, потому что откладывание лишь на время остановит ситуацию, но потом к ней придется все равно вернуться. Вот такие советы от Вселенной. Ну и, как всегда, совет еще от одного оракула. То есть, что же будет впереди? На что же обратить внимание? Надо быть самим собой и понять, что все, что не происходит, это наша данность. И у вашего мужчины есть два предназначения. Вот первое предназначение перед нами сейчас открылось. Это отстоять свои позиции в бизнесе. А второе предназначение – это любовь. Любовь, быть рядом, всегда помогать друг другу и поддерживать друг друга. Надеюсь, он не забудет об этом. И вы тоже. Обязательно контролировать ситуацию и понять, что с нами Вселенная, которая нас поддерживает. Поэтому впустить в свое сердце эту энергию, которая сделает свое дело. Она поможет вам выдержать. Надо принять свою уникальность, принять свою личность, быть самим собой. И вот тут наступает момент истины. Или я сохраню свою уникальность и останусь на высоте, или я упаду в пустоту. Ну и по итогу, когда закончатся все неприятности, у вашего партнера наступит момент удовольствия, когда он насладится вкусом жизни и поймет, что он молодец и сделал все правильно. Ну что ж, это был поток о вашем мужчине. Желаю вам всего хорошего. Поддерживайте друг друга, помогайте друг другу. Ведь вдвоем всегда легче преодолевать те или иные препятствия. До новых встреч, а с вами была Лебедь Белая. Рада обратной связи, комментариям, лайкам и подпискам. Всего вам хорошего.